Друзья, привет! Сегодня будет видеогайд по моду Forestry. В комментариях к предыдущему видео меня попросили сделать обзор по лесоводству. И сегодня мы рассмотрим, какие виды деревьев добавляются в Forestry и что с них интересного можно использовать. Всего в Forestry добавляется на версии 1.7.10 29 новых видов деревьев. И что с ними интересно можно делать? Во-первых, они ценятся за то, что у каждого вида дерева есть своя текстура для древесины и для досок. Соответственно, мы получаем по 29 новых видов древесины и досок, которые мы можем просто использовать в строительстве своего дома, например, или варпа. Просто посмотрите на это разнообразие огромнейшее досок и древесины. Как, собственно, выводить эти новые виды саженцев, я, наверное, буду рассказывать в следующем видео. А сегодня мы просто кратко о каждом дереве поговорим, посмотрим, что они себя представляют. Здесь в этом моде добавляется такой сундук лесовода, куда мы можем складывать свои саженцы. Кроме того, есть анализатор деревьев, с помощью которого мы можем проанализировать саженцы. Давайте, например, возьмем липу и посмотрим на ее генетику. Что мы видим? Во-первых, мы видим вид, название, липа пушистая. На что еще стоит нам обратить внимание, самое главное, это область посадки. То есть область посадки нам говорит, сколько нам нужно саженцев посадить, чтобы вырастить дерево. То есть если мы видим 1 на 1, соответственно, мы сажаем 1 саженец. Если мы видим 2 на 2, мы сажаем 4 саженца рядом. Если 3 на 3, то 9, если 4 на 4, то 16. Большая часть деревьев сажается просто как одним саженцем. Про остальные виды генов, я думаю, расскажу в следующем видео подробнее. Нам пока интересно только, соответственно, этот ген, который отвечает за то, сколько саженцев нужно сажать. Что интересно, как и с пчелами, эти гены можно передавать. То есть я конкретно не занимался генетикой этих деревьев, но видел, что когда ребята, допустим, делали какой-то вид дерева с нестандартным количеством саженцев. То есть, допустим, из вишни делали 2 на 2 вишню, из ореха 1 на 1 и так далее. То есть все эти гены, по идее, можно также передавать. То есть генетика, по идее, также работает, как и с пчелами в Forestry. Так, значит, у нас тут 29 видов саженцев. Тут я их посадил. Можно посмотреть, что они из себя представляют. Вот у нас липа пушистая, вот так вот выглядит 1 на 1. Орех 2 на 2. И обратите внимание, что у ореха еще такая вот текстурка есть в листве. Как будто бы какие-то здесь есть плоды. Да, действительно, некоторые деревья из этого мода дают плоды. Это еще одна отличительная особенность этого, соответственно, направления лесоводства. То есть с некоторых видов деревьев мы можем получать плоды. Давайте пока сразу покажу, какие здесь плоды можно получать на версии 1.7.10. Всего получается у нас 7 видов плодов. Это вишня, грецкий орех, каштан, лимон, слива, финик и папайя. Я дальше покажу, с каких деревьев они выбиваются и зачем они нужны. Естественно, их можно использовать в пищу, для того, чтобы есть. И кроме того, из вишни, грецкого ореха и каштана мы можем получать масло растительное для этого мода. Из лимона, сливы, финика и папайи мы можем получать фруктовый сок. Это также у нас просто является пищей. Еще что интересно, если у вас, например, установлена аварития, то эти фрукты используются для крафтов в аваритии. Так, вот у нас здесь орех, здесь у нас каштан, он чуть побольше, он тоже 2 на 2 сажается. Вишня или сакура. И если вы играете где-то на серверах, чаще всего именно эти 3 вида деревьев встречаются. Они легче всего выводятся. И игроки больше всего обожают именно эти виды деревьев, потому что их легко получить, они очень плодовитые. А вишня, кроме того, имеет достаточно красивую текстурку, особенно у древесины. Она очень ценится за древесину. Дальше у нас идет лимон, соответственно, с него мы можем получать плоды лимона.
Слива, это слива. Сахарный клен, это просто дерево, тоже 1 на 1. Вот так вот у нас выглядит красная ель. По сути, она является, ну это та же самая ель, что и в ванильном Майнкрафте, там с небольшими, по-моему, какими-то изменениями. Мировая лиственница, желтая сосна вот так вот выглядит. Такое интересное у нее дерево. И достаточно интересные вот такие вот виды секвойя. Есть обычная секвойя, а есть секвойя гигантская. И просто посмотрите, соответственно, вот это сажается 3 на 3, а вот это сажается 4 на 4. И посмотрите просто, какая огромная высота. И, кстати говоря, вот эта гигантская секвойя на сервере, на котором я играю, Simple Minecraft, она запрещена. Но я думаю, вы догадываетесь, почему. Потому что, как бы, ну, она просто огромная. Я думаю, что она может даже ломать приваты. Вот, поэтому, скорее всего, именно по этой причине вот это дерево запрещено на сервере выращивать. Так, дальше у нас здесь тик, муравьиное дерево, хлопок, мирт, зебрана, такую интересную текстурку имеет, лоза, так, прошу прощения, красное дерево, падук, бальза, кокобола, венге, баобаб, довольно интересный такой, 3 на 3. У него еще интересный такой текстурка саженцев у баобаба. Гибискус, белая ива. Что у нас тут еще осталось? Сипери. Но обратите внимание, я не смог его вырастить. Почему? Потому что у некоторых саженцев есть требования к, соответственно... Так, давайте его сейчас возьму, этот сипери. И мы посмотрим на его генетику. У некоторых саженцев есть требования к биому. Вот, если мы посмотрим, условия роста называются тропики. Если мы возьмем какой-нибудь другой саженец, ну, например, какой еще в этом добавляется у нас? Сейчас посмотрим. Ну, давайте сливу, например. Вот сливу возьмем. Здесь у нас условия роста просто свет. Все. То есть света достаточно, чтобы это. А вот это сипери, оно требует обязательно тропического биома. Поэтому в обычном биоме сипери вы не сможете вырастить. Вот. Так, ну и наконец у нас осталась дыня, пальма такая вот и тополь. И обратите внимание, соответственно, вот этой финиковой пальмы есть такие вот плоды, очень похожи на какао-бобы, да? И у дыни тоже такие похожи на какао-бобы именно по форме, но по текстурке немного отличаются. Вот, если мы сейчас их разобьем, попробуем, давайте. Созрели они еще или нет, непонятно. Оп, у нас выпадет папайя. То есть с дыни у нас выпадает такой вот плод папайя. А с пальмы, соответственно, с финиковой у нас должны выпасть финики. Давайте попробуем разломать. Так, у меня что погода испортилась тут. Исправим. Оп. У нас, соответственно, выпадают такие вот финики. Так, я бы еще хотел показать, как вот получать плоды, соответственно, из этих видов деревьев. То есть орех, каштан, вишня и лимон и слива. Вот, если там у нас выпадали, ну, то есть такая была у нас текстурка, как бы какао-бобов, здесь у нас все находится в листве. Чтобы выбить плоды, нам необходимо разрушить листву. И то есть, чтобы снова плоды получать, вам придется сажать новые деревья. Кроме того, обратите внимание, что по текстуре вот эта листва различается. Мы можем воздействовать на нее костной мукой, чтобы у нас моментально созрело дерево. Теперь можем выбить, попробовать. Так, давайте, наверное, я не садовым. Мне кажется, еще придется в режим переключиться. Одиночный. Давайте попробуем разломать, посмотрим, что будет. О, у меня выпала вишня. Отлично. Давайте посмотрим на каштан, как он будет выглядеть. Оп, выпал каштан. Здесь у нас должен упасть орех. Отлично. Так, ну и наконец у нас есть еще лимон. Так, вот здесь я ставил на паузу, потому что почему-то у меня не получалось выбить лимон.
оказывается, у него есть некий шанс выпадения, то есть он выпадает далеко не из каждой листвы. Еще обратите внимание, поскольку у меня здесь вот высажены деревья из форестри, у меня тут начали спавниться бабочки. Ну, про бабочек я могу снять отдельное видео, если вам интересно, напишите в комментариях. Кроме того, что интересно, вот эти вот плоды можно собирать автоматически с помощью мультиферм из этого же мода Forestry. Про мультиферма тоже могу сделать отдельное видео. Если это необходимо, напишите в комментариях. Вот. Так, сливу показывал я или нет? Сейчас, наверное, покажу, как она выбивается. Так, сейчас тоже вырастить ее. Ну, она вроде выпадает с любой листвы спелой. Да, вот она выпала. Все. Вот они все плоды. Все, в следующем видео я вам покажу, как, собственно, вот эти новые виды деревьев получать. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать, рекомендуйте друзьям. Если есть какие-то замечания, пишите в комментариях. Жду вас в следующих видео. Пока.